Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в работе мужское портмоне из кожи Краст, толщина 1,8-2 мм. Портмоне довольно простое, имеет 6 отделений под карточки, 2 отделения под купюры. При желании также можно сюда поместить еще и паспорт. Края обработаны краской для урезов. Ссылка на выкройку к данному изделию находится в описании под этим видео. Я уже вырезал все детали, но всегда перед вырезанием проверяйте, правильно ли напечатал ваш принтер. 190, 95. Пробил отверстие под нитки на всех деталях с помощью пробойника. Шаг 5 мм, толщина 1 мм, круглый пробойник. Теперь можно вырезать. Не забывайте про отверстие под кнопки. Уголки на краях закругляю при помощи монеты. Данную деталь можно вырезать острым ножом по линии, чтобы были закругления, но я делаю немножко по-другому. Получается прямая линия. Просто прикладываю монету подходящего диаметра, так чтобы она совпадала с центром отверстия и с краем. Точно так же тут повторяю. И этой же монетой закругляю на этих краях. Данные детали сейчас не трогаю, а наверх каждого из кармашка наношу 2 слоя грунта. Грунт филлер от Кенда Фарбен. Наношу сейчас, так как потом после сшивания к ним не будет доступа уже. Когда первый слой начинает только-только подсыхать, наношу второй слой уже потолще.
Грунт уже хорошо подсох. С помощью наждачной бумаги нужно выровнять урез. Третьим слоем, последним, наношу уже саму краску для уреза. Краску от Кенда Фарбен, Экстрамат, Орли, черная. 557-681. Краска на урезах подсохла, можно переходить к дальнейшей обработке. Бахтермо обрабатывать не буду, красивая бахтерма. Для обработки лицевой стороны буду использовать Natura крем Кенда Фарбен. Будет следующий результат. Это уже я покрыл, заполировал. Если есть желание ставить точно такую же матовую кожу, и при этом, чтобы она была защищенная, можно использовать эликсир. Тоже часто его использую. На Алиэкспресс продается губка с мелкими порами. В сухом состоянии твердая, не продавить. Перед использованием следует ее смочить, тогда она стает мягенькая, отлично впитывает воду, крем и очень хорошо ей наносить. Кому интересно название, можете прочитать, поискать на Алиэкспресс. Два тоненьких слоя будет достаточно для ее обработки. Если данный крем нанести одним большим слоем, то потом его заполировать вручную в принципе невозможно. Появляются комки, грязь, большие переходы между слоями. Это то, как делать не нужно. Заполировываю при помощи шерстяной тряпки. Она не оставляет никаких ворсинок после себя. Это еще не заполировывал. Сшил между собой карманчики. Установил кнопки уже. Дальше пришиваю карманчики к внешней стороне. Начинаю прошивать сверху. Заканчиваю шов снизу. И тут точно так же сверху и заканчиваю шов снизу. И не забывая, конечно же, про кнопку. Графитным карандашом обвожу кнопку, для того, чтобы она проще закрывалась. Не было закусываний. После сшивания на стыках кожи есть небольшие неровности. Сейчас ножом пройдусь, посрезаю их. Чем ровнее будет урез перед грунтовкой, тем легче потом его будет выводить.
Ну вот и все. Изделие готово. Подписывайтесь, друзья, чтобы ничего не пропустить. Пока-пока.